Окей, мы здесь на International 2012, со мной рядом главный из команды Na'Vi, Zero Gravity. Слушай, как вообще твоя должность называется, чтобы я знал на будущее и все знали на будущее? Ну это CEO, грубо говоря, директор. Директор. Окей, ну твои начинают через несколько минут. Я смотрю, пальцы у тебя дрожат. Сам-то как? Ну, мандражик легкий есть, как всегда, когда мои ребята играют там в Counter-Strike, Dota, FIFA, что угодно. Я всегда нервничаю, переживаю, болею, конечно. Я думаю, что у меня один турнир за год жизни, мне уже лет должно быть 220 где-то, наверное. Слушай, ты же пришел из Counter-Strike, я видел там Эша постоянно спрашивает, что, как там, насколько хорошо ты уже в доте разбираешься? Ну, я сам играю, в принципе, довольно-таки неплохо, могу даже на нубских турнирах подменить одного из игроков, то есть, как бы, этот турнир мне очень много дал, типа, в плане вот пика, там, понимания, теперь, как бы, грубо говоря, я могу оценивать пики, говорить, у кого лучше, у кого хуже, и даже многие про игроки согласны. Я знаю, что мы будем пикать вчера, вот я даже предсказал все то, что будет у нас, и как бы все круто. Ну так вот, в прошлом году ты тоже был на Gamescom в 2011. В чем есть какие-то плюсы в этого турнира? Может быть, даже есть какие-то минусы? Оцени, где лучше, здесь или там было? Ну тут, конечно, все эпичнее. То есть однозначно, с точки зрения именно шоу, этот круче. С точки зрения, наверное, организации, тут было немножко лучше, потому что игроки приезжали не в одно время, а они, грубо говоря, приходили на свои игры, то есть за час до игры, за два, то есть как бы меньше игр в день, больше концентрации. Ну и система проведения мне там больше нравилась. Counter-Strike сейчас постепенно, ну, по крайней мере, 1.6 закатывал. Na'Vi одна из лучших команд в мире. Как бы, что пацанов ожидает? Вот когда я приеду, мы будем этот вопрос ставить на повестку дня. Я думаю, что это решится в течение пару недель, как бы, о дальнейших наших планах. Были в Na'Vi составы по StarCraft и по League of Legends, но были распущены. Какие результаты должны показывать команды и игроки, чтобы, ну, они могли остаться? Я понял, то есть так. Планка действительно высокая, но хотя бы, чтобы у них был какой-то прогресс, то есть постоянный рост. Когда они останавливаются, нет смысла оставлять состав. То есть, как бы, чтобы они росли, это должен быть, как бы, ну, хотя бы там топ-8, топ-6, топ-4, то есть какие-то определенные, скажем, ну, результаты. Их не было, поэтому, как бы, составы были распущены. Сейчас такой момент, что, в принципе, LoL, ну, наиболее активно развивается, ну, наравне с Дотой, по сравнению с StarCraft, где, в принципе, по турнирам развития не так много. Вообще, стоит ожидать появления в Na'Vi, ну, лолеров, наверное, стоит, если получится собрать, а StarCraft, как вот ты думаешь, стоит, есть ли смысл брать игроков? Ну, сейчас мы над этим думаем, я думаю, что все-таки в 2012 году будет и LoL, и StarCraft. В 2012, до конца года? В 2013. То есть до конца этого года 50 на 50, непонятно. Да, то есть пока что еще решение не принято, все зависит, как бы, есть бюджеты, да, то есть как бы сильно сдувать их нельзя, это не имеет смысла. В новом году, да, новые спонсоры, новые контракты, конечно, новые составы. Вы недавно, ну не то что недавно, переехали на новую базу, уже несколько раз вы, по-моему, меняли ее. Почему не получается вот на одном месте усидеть? Ну, потому что нам уже мало места. Мы уже растем постоянно, и как бы нам одной комнаты было мало, потом две. Сейчас у нас как бы довольно-таки неплохая тренировка. У нас даже 2 тренировочные зоны для игроков, и то нам этого мало будет даже к концу уже года, я это уже чувствую. И мы целимся на то, что это будет в следующем году огромный дом. Типа как у американцев? Да, с бассейном, со всеми делами. С блэкджеком и шлюхами. Много очень комментариев в духе того, что М5 сейчас развалится, и ты очень хочешь прибивать наших лолеров к рукам. Хочешь прибивать? Это зависит, наверное, от них, если они, как бы, я с ними переговоров не вел никаких до этого времени. Я не знаю, развалится М5 или нет, поэтому сейчас об этом говорить, ну, то есть преждевременно. Я думаю, не развалится. Окей, до конца года у Na'Vi есть какие-то планы, какие-то буткемпы, куда-то поехать, там, поучаствовать на каких-то там выездных сессиях? Ну, пока однозначно это чемпионат в Португалии, это DreamHack Бухарест и, наверное, DreamHack сам основной ивент. У Dota есть СВЦ и DreamHack, ну, то, что точно определено. Я видел, что вот точнее, во время одного из мероприятий в Москве Техлабса Маркелло там было очень много часов в Доте, намного больше, чем в Counter-Strike. Вы не думаете, что уже, вот я слышал, ты говорил с одним из игроков Dota состава, он сказал, что, в принципе, Маркелло там 3-4 месяца, и можно уже брать в команду.
запасные не появятся ли у вашего состава? Да, то есть как бы похоже, что Маркелов тоже как бы он сейчас переусердствует с Дотой. Но посмотрим, как бы если как бы мы перейдем на CSGO или останемся в 1.6, то это будет, конечно же, все-таки основная дисциплина. Если как бы Маркелов как бы может решить, что он вообще ничего не хочет играть, будет играть в Доту у нас запасным, конечно. Поговорим о спонсорах и партнерах. Насколько тяжел этот процесс поиска, переговоров? Сколько вообще занимает вот там 1-2, может быть, даже там целый квартал от, грубо говоря, начала переговоров до заключения контракта? Вообще в СНГ очень тяжело с этим делом, то есть как бы поэтому нужно искать все время деньги из глобального маркетинга или как бы с европейского, американского рынков. Переговоры занимают в принципе от недели до 3-4 месяцев. То есть поэтому, например, вот с сентября уже нужно жестко подключаться как бы и, грубо говоря, назначать новые встречи, новые переговоры, рассылать презентации, уже договариваться заранее о каких-то определенных там встречах на каких-то выставках или как бы в киевских офисах или в немецких, каких угодно. Или дома у Нави потом. У тебя вот замечательная майка, я читал недавно, вы выпустили эту фановую серию Hello Pudge, типа Hello Kitty, но Pudge. Откуда вообще, кому в голову пришла эта идея вот переделать? Ну, то есть такие ребята, Чапаев Стрит, у них очень креативные футболки, вот, и они предложили нам разработать вместе, сделать что-то интересное, мы вместе с ними запустили эту серию, посмотрим, как бы, как пойдет. Но нам она просто сама по себе нравится, мы их носим, и Дэнди ее носит. Ну вот прошло, по-моему, чуть больше, может, недели, да, как вы это объявили, уже как-то можно спрогнозировать, будет спрос, есть спрос? Ну это можно сказать в понедельник, я не знаю, то есть я не выяснял, как бы как-то. Окей, ну а сам вообще что думаешь по поводу этой футболки? Будешь в ней всегда ходить? Не, ну буду, я хочу, чтобы Дэнди сегодня пикнул Пуджа, поэтому я ее одеваю. Нет, да, не ферстбан, да, это уже история доты, ферстбан Пудж. Ну, посмотрим, как бы, я думаю, что у них все будет хорошо, они смогут как бы одолеть там и команду ЛГД, и с этой стороны как бы был бы Пудж, было бы замечательно. Окей, что-то хочешь сказать напоследок? Я просто хочу проверить, как хорошо ты знаешь спонсоров, потому что... Плохо, спонсоры, нет, ну как бы в первую очередь, конечно же, хочу сказать за поддержку всем нашим фанатам, да, которые из нас болеют, очень приятно. Читаем комментарии, игроки все смотрят, все видят, как бы это, как бы, конечно, добавляет им боевого духа однозначно. Хотелось бы поблагодарить наших партнеров SteelSeries, Alienware, Antec, Kingston, вот, за их поддержку неоценимую. И отдельное спасибо Alienware за новые ноутбуки для нашей тренировочной базы, на которых мы готовились к турниру. Antec? Antec я уже сказал. Да? Ладно, все. Окей, спасибо тебе огромное. Надеюсь, финал ваш и 2 миллион тоже будет ваш. Спасибо большое. Адьос.